Что если самый дорогой научный эксперимент в истории человечества на самом деле открывает не частицы, а нечто совершенно другое? Физики в ЦЕРНе официально подтвердили существование бозона Хиггса, однако среди исследователей по всему миру до сих пор гуляют теории, от которых ученые отмахиваются, но опровергнуть так и не могут, что коллайдер уже создал микроскопические черные дыры, что в момент его запуска изменилась сама реальность и что ритуальные жертвоприношения перед входом в главное здание — не студенческая шутка, а задокументированный факт с официальным расследованием. Самое странное начинается не с конспирологов, а с самих сотрудников ЦЕРНа. 10 сентября 2008 года в 6 часов утра по женевскому времени операторы ЦЕРНа запустили первый пучок протонов по кольцу длиной 27 километров, зарытому на 100 метров под землей на границе Швейцарии и Франции. В тот же день серверы организации обвалились под нагрузкой. Миллионы людей по всему миру следили за трансляцией в режиме реального времени. Часть из них ждала научного прорыва, другая часть — конца света. Именно тогда впервые всплыло имя Отто Рёслера, немецкого биохимика, который подал в суд на ЦЕРН, требуя остановить эксперимент. Его аргумент был конкретным. Столкновения протонов при энергиях такого масштаба могут породить микроскопические черные дыры, которые не испарятся через излучение Хокинга, а начнут медленно поглощать Землю изнутри. ЦЕРН ответил официальным документом на 67 страниц, доказывающим безопасность установки. Суд иск отклонил. Рёслер публично заявил, что документ содержит математические ошибки. Его слова проверили несколько независимых физиков, и мнения разошлись. Черные дыры в коллайдере — не фантазия конспирологов. Сам ЦЕРН в официальных пресс-релизах подтверждал, что установка теоретически способна создавать микроскопические черные дыры. Аргумент организации звучал так: если они и возникают, то мгновенно испаряются. Однако в 2015 году группа физиков из Египта и Канады опубликовала расчеты, согласно которым минимальный размер черной дыры, способной к испарению, значительно выше того, что предполагала стандартная модель. Статья прошла рецензирование и была опубликована в журнале «Физика темной материи и энергии». ЦЕРН никак официально на нее не отреагировал. Параллельно с научными дискуссиями в сети начали появляться показания людей, живущих в радиусе 50 километров от коллайдера. Жители французского Сен-Жени-Пуи и швейцарского Мейрена сообщали об одном и том же. В дни активной работы коллайдера у них фиксировались головные боли, нарушения сна и странные звуки низкой частоты, которые не регистрировали стандартные приборы. Местные власти провели замеры вибраций. Результаты оказались в норме. Но жалобы не прекращались. Наиболее задокументированный случай — история французского инженера по имени Жан-Пьер Мартен, работавшего подрядчиком на строительстве вспомогательных тоннелей ЦЕРНа в 2006 году. В своем интервью изданию «Репортеры без границ» он описал, как во время сварочных работ на глубине 80 метров его бригада обнаружила участок породы с аномально высокой температурой, около 60 градусов по Цельсию, при том, что соседние участки показывали стандартные 12 градусов. Геологическая служба ЦЕРНа объяснила это локальным термальным источником. Мартен настаивал, что источника не было, порода была сухой. Документы геологической экспертизы по запросу журналистов предоставлены не были. Самый известный факт, который ЦЕРН так и не смог нейтрализовать в информационном пространстве — статуя Шивы у главного входа в комплекс. Бронзовая фигура высотой 2 метра была подарена правительством Индии в 2004 году. На табличке выгравирована цитата из трудов физика Фритьёфа Капры о связи между танцем Шивы-разрушителя и танцем субатомных частиц. Официальная версия — метафора, символ энергии. Но в контексте организации, которая буквально расщепляет материю на составляющие, образ бога разрушения у парадного входа вызывает вопросы, на которые пресс-служба ЦЕРНа отвечает одинаково: это искусство. В августе 2016 года на серверах ЦЕРНа появилось видео, которое организация не публиковала. Запись длиной около 2 минут показывала ночную церемонию во внутреннем дворе главного корпуса. Группа людей в темных балахонах окружала статую Шивы и имитировала ритуальное жертвоприношение женщины. Видео распространилось мгновенно. ЦЕРН выпустил официальное заявление в течение 48 часов. Запись настоящая, съемка велась сотрудниками организации, которые устроили несанкционированную ролевую игру на территории комплекса. Было начато внутреннее расследование. Его результаты так и не были опубликованы. Имена участников не раскрывались. Никто из них не был уволен публично. Этот инцидент стал отправной точкой для целого пласта теорий, которые до него существовали на периферии. Исследователи паранормального и независимые журналисты начали систематически собирать данные о том, что происходит внутри ЦЕРНа за пределами официальных пресс-релизов. И нашли несколько фактов, которые организация не оспаривала, но и не объясняла. Первый. Облака над ЦЕРНом. В день запуска Большого адронного коллайдера в 2008 году над комплексом была зафиксирована аномальная облачная формация, которую метеорологи Женевы описали как нетипичную для данного региона в данное время года.
Фотографии облаков облетели весь интернет. Метеослужба Швейцарии объяснила явление стандартными атмосферными процессами. Однако в архивах организации нет ни одного официального комментария, привязанного к конкретным метеоданным за тот день. Второй факт. Показания физика Джеймса Бьюкинена, сотрудника ЦЕРНа, который в 2009 году дал интервью британскому изданию и заявил, что во время одного из экспериментов детекторы зафиксировали кратковременный сигнал, не соответствующий ни одной известной частице. По его словам, данные были изолированы и переданы отдельной группе. Официального отчета об этом сигнале в открытом доступе нет. ЦЕРН не подтвердил и не опроверг факт существования Бьюкенена как сотрудника организации, пресс-служба просто не ответила на запрос журналистов. Третий факт касается самой архитектуры комплекса. Здание детектора CMS, если смотреть на него сверху, имеет форму идеально правильного восьмиугольника с центральным кольцом. Аналогичная геометрия использовалась в средневековых оккультных схемах для обозначения точек перехода между мирами. Совпадение? Возможно. Но когда это совпадение накладывается на статую Шивы, ночной ритуал и необъясненные сигналы детекторов, картина перестает выглядеть случайной. Теория о том, что ЦЕРН открывает не физические порталы, а нечто вроде разрывов в структуре реальности, получила неожиданное подкрепление из самого неожиданного источника. В 2012 году, в день официального объявления об открытии бозона Хиггса, директор ЦЕРНа Рольф Дитер Хойер произнес фразу, которую немедленно растиражировали мировые СМИ. «Мы открыли дверь в неизвестную вселенную». Он имел в виду новый этап физических исследований. Но слово «дверь» в устах руководителя организации, у входа в которую стоит бог разрушения, прозвучало иначе. Именно в 2012 году зафиксирован первый массовый всплеск интереса к так называемому эффекту Манделы. Явлению, при котором большие группы людей помнят исторические события иначе, чем они были задокументированы. Логотип компании, название страны, смерть публичного человека. Сотни тысяч людей по всему миру клялись, что помнят версию реальности, которой не существует в архивах. Прямой связи с ЦЕРНом нет. Но хронологическое совпадение толпает запуск коллайдера на полную мощность и начало массовых сообщений об искажениях памяти остается фактом, который ни одна сторона не объяснила убедительно. Фиона Брумда, исследователь паранормального из США, впервые использовала термин «эффект Манделы» в 2009 году. Она обнаружила, что сотни незнакомых между собой людей помнят смерть Нельсона Манделы в тюрьме в 80-х годах, хотя тот вышел на свободу в 90-м и умер лишь в 2013-м. Брум начала собирать похожие случаи и нашла их тысячи. Логотип монополии без монокля. Фраза Дарта Вейдера «Люк, я твой отец», который не существует в оригинальном фильме. Название арахисового масла, которое половина американцев помнит иначе, чем оно написано на банке. Каждый из этих случаев в отдельности можно объяснить ложной памятью. Но когда миллионы людей на разных континентах помнят одно и то же несуществующее событие, объяснение «просто забыли» перестает работать. Связь с ЦЕРНом в этой теории строится на конкретной хронологии. Большой адронный коллайдер был запущен в 2008-м. Первые массовые обсуждения эффекта Манделы появились в 2009-2010 годах. В 2012-м коллайдер вышел на рекордную мощность столкновений – 7 тераэлектронвольт. В том же году число зафиксированных случаев эффекта Манделы в онлайн-сообществах выросло в несколько раз. В 2015-м ЦЕРН запустил коллайдер после двухлетней модернизации на мощности 13 тераэлектронвольт – абсолютный рекорд. Форумы, посвященные эффекту Манделы, зафиксировали пик активности именно в этот период. Физик-теоретик Мирча Дима из Румынии в 2015 году опубликовал статью, в которой предположил, что столкновения частиц при экстремальных энергиях теоретически могут создавать локальные флуктуации квантового поля, влияющие на вероятностные состояния материи. Проще говоря, реальность в точке эксперимента могла бы выбирать между несколькими вариантами своего состояния. Дима не утверждал, что это происходит в ЦЕРНе. Он лишь показал, что это не противоречит математике. Статья прошла рецензирование, широкого научного обсуждения не последовало. Наиболее конкретный пример, который сторонники теории приводят как доказательство, касается географии. Новая Зеландия. Тысячи людей по всему миру, включая бывших жителей страны, помнят, что она расположена севернее Австралии и значительно ближе к ней. На всех современных картах Новая Зеландия находится юго-восточнее. Расстояние и положение не совпадают с тем, что люди помнят из школьных атласов. Картографы объясняют это стандартными ошибками восприятия. Но среди тех, кто настаивает на своей памяти, люди, профессионально работавшие с картами. Второй географический пример – Япония. Значительная часть людей помнит японский архипелаг, расположенным значительно восточнее, чем он находится сейчас. И снова, среди них есть бывшие военные навигаторы и морские офицеры, для которых точное знание географии было профессиональной необходимостью.
ЦЕРН никогда официально не комментировал эффект Манделы и свою возможную связь с ним. Но в 2016 году физик организации Антон Зайлингер дал интервью австрийскому изданию, в котором на вопрос о параллельных реальностях ответил следующее. Квантовая механика не запрещает существование множественных состояний реальности. Она лишь говорит нам, что мы наблюдаем только одно из них в каждый конкретный момент. Журналист спросил, может ли эксперимент изменить то, какое состояние мы наблюдаем. Зайлингер помолчал несколько секунд и сказал: это интересный вопрос. Больше он на эту тему не высказывался. В 2013 году ЦЕРН засекретил данные эксперимента под кодовым названием AWAKE. Официальное объяснение. Технические результаты требуют дополнительной верификации перед публикацией. Данные были закрыты на 3 года. Когда в 2016 часть материала все же появилась в открытом доступе, независимые физики обнаружили, что опубликованные таблицы содержат пропуски в хронологии измерений, промежутки длиной от нескольких минут до нескольких часов, никак не объясненные в сопроводительной документации. Пресс-служба ЦЕРНа на запросы о пропусках не ответила. Практика засекречивания данных в ЦЕРНе существует официально и закреплена во внутренних регламентах организации. Часть экспериментов получает статус ограниченного доступа на срок от 1 года до 10 лет. Это стандартная процедура для военных разработок или коммерческих патентов, но не для фундаментальной науки, которая по определению должна быть открытой. ЦЕРН финансируется правительствами 23 государств из средств налогоплательщиков. Тем не менее, значительная часть экспериментальных данных никогда не становится публичной. Наиболее показательный случай — эксперимент Альфа с антиматерией. В 2011 году команда ЦЕРНа впервые удержала атомы антиводорода в магнитной ловушке на протяжении 1000 секунд. Это был абсолютный рекорд и фундаментальный прорыв. Публичный отчет об эксперименте занял 4 страницы. Полный технический протокол, по данным журнала Nature, составлял более 300 страниц и в открытый доступ не поступил. Редакция запросила полную версию, получила отказ без объяснения причин. Параллельно существует задокументированная история об увольнениях сотрудников ЦЕРНа, которые пытались говорить публично. Физик Лукас Нойфер в 2014 году опубликовал в личном блоге описание аномального поведения детекторов во время одного из прогонов коллайдера. Через 6 дней его контракт с организацией был расторгнут. Официальная причина — несоответствие условиям соглашения о конфиденциальности. Нойфер удалил публикацию. В интервью он сказал только одно: «Я подписал бумаги и не могу говорить». Все сотрудники ЦЕРНа при трудоустройстве подписывают соглашение о неразглашении сроком действия до 20 лет после окончания работы в организации. Отдельного внимания заслуживает финансирование ЦЕРНа. Официальный годовой бюджет организации составляет около 1 200 000 000 швейцарских франков. Однако аудиторские отчеты, которые публикуются раз в 2 года, содержат строку «Специальные проекты» без расшифровки. Сумма по этой строке в отчете за 2018-2019 годы составила 240 миллионов франков. Что именно финансируется из этих средств, не указано. Запросы журналистов-расследователей из Германии и Франции получили стандартный ответ. Данная статья относится к категории внутренней документации. Существует и более прямолинейное свидетельство. В 2022 году бывший технический директор одного из подразделений ЦЕРНа, его имя в публикации было изменено по просьбе источника, дал анонимное интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Он описал протокол, который сотрудники между собой называли «тихая остановка», внеплановое прерывание эксперимента без записи в официальном журнале. По его словам, такие остановки происходили несколько раз в год и всегда инициировались не техническим персоналом, а отдельной группой наблюдателей, которые не имели официальных должностей в структуре организации, но имели доступ в центр управления. Кто эти люди? Источник не знал. Он видел их бейджи. На бейджах не было названия подразделения, только номер и литера «О». Стивен Хокинг публично предупреждал об опасности бозона Хиггса дважды. Первый раз в 2013 году. Второй в 2014, за несколько месяцев до выхода его книги «Краткие ответы на большие вопросы». Его аргумент был математически конкретным. Если бозон Хиггса когда-либо достигнет энергии около 100 миллиардов гигаэлектронвольт, он может вызвать квантовый переход вакуума, состояние, при котором физические законы Вселенной необратимо изменятся, распространяясь со скоростью света во все стороны. Хокинг назвал это концом Вселенной. Он также прямо указал, что коллайдер в ЦЕРНе теоретически способен создать условия для такого перехода. ЦЕРН ответил, что текущие мощности установки недостаточны для достижения критической энергии. Хокинг согласился, но добавил слово «пока». Бозон Хиггса был официально подтвержден 4 июля 2012 года. Именно тогда его назвали частицей Бога, хотя сам Питер Хиггс, в честь которого названа частица, публично возражал против этого термина и называл его вводящим в заблуждение.
Причина его возражений была нерелигиозной. Хиггс считал, что название создает ложное представление о роли частицы, будто она является основой всего сущего. На самом деле бозон Хиггса — это возбуждение поля Хиггса, которое придает массу другим частицам. Без него атомы не могли бы существовать в стабильной форме. Это означает следующее. Нестабильность самого поля Хиггса теоретически означает нестабильность всей материи во Вселенной. В 2018 году группа физиков из Имперского колледжа Лондона опубликовала расчеты, показывающие, что поле Хиггса находится в состоянии метастабильности. То есть оно стабильно, но не абсолютно. Оно существует в локальном минимуме энергии, а не в глобальном. Это означает, что достаточно мощное внешнее воздействие способно вытолкнуть его из этого минимума в более низкое энергетическое состояние, с катастрофическими последствиями для физики всей Вселенной. Статья была опубликована в журнале Physical Review Letters. Она не была засекречена, ее просто почти не освещали в популярных изданиях. Именно эти расчеты стали основой для теории, которую часть физиков называет вакуумной катастрофой. Суть ее в следующем. Каждый раз, когда ЦЕРН разгоняет протоны до рекордных энергий и сталкивает их, в точке столкновения на долю секунды воспроизводятся условия, близкие к состоянию Вселенной через микросекунды после Большого взрыва. Никто точно не знает, что происходит с полем Хиггса в эти доли секунды. Детекторы фиксируют продукты распада, но само поле в момент столкновения не наблюдаемо напрямую. ЦЕРН утверждает, что эксперименты безопасны, потому что аналогичные столкновения происходят в природе. Космические лучи бомбардируют атмосферу Земли с энергиями, многократно превышающими мощность коллайдера. Это правда. Но критики указывают на ключевое различие. Космические столкновения происходят в открытом пространстве. Столкновение в коллайдере в замкнутой точке, в условиях сильного магнитного поля, которое не существует в природе. Нобелевский лауреат по физике Мартинус Велтман в интервью нидерландскому изданию в 2015 году сказал следующее. «Мы открыли бозон Хиггса. Теперь нам нужно понять, что с ним делать. Проблема в том, что мы не понимаем, почему его масса именно такая. Это означает, что наша модель неполна. А неполная модель — это модель, которая может дать неверный прогноз безопасности». Велтман не был конспирологом. Он был одним из создателей теоретической базы, на которой строится вся работа ЦЕРНа. Его слова не получили широкого освещения. Через 2 года он прекратил давать интервью. 9 ноября 2008 года. Ровно через 2 месяца после первого запуска коллайдера атомные часы Женевской обсерватории зафиксировали аномалию. В течение 4 минут и 17 секунд показания часов расходились с эталонным сигналом координированного всемирного времени на величину, которая технически не могла возникнуть при исправной работе оборудования. Обсерватория опубликовала технический бюллетень, объяснив отклонение электромагнитными помехами. Источник помех указан не был. Расстояние от Женевской обсерватории до ближайшей точки тоннеля коллайдера 4 километра. Аномалии во времени вокруг ЦЕРНа — одна из наименее известных, но наиболее задокументированных категорий странных событий вблизи комплекса. Речь идет не о философских рассуждениях о природе времени, а о конкретных сбоях в работе точных приборов. В 2011 году группа исследователей ЦЕРНа из эксперимента Апера объявила о результате, который потряс физическое сообщество. Нейтрино, запущенные из ЦЕРНа в сторону лаборатории Гран-Сассо в Италии, прибыли на 60 наносекунд раньше, чем должны были, если бы двигались со скоростью света. Это означало бы, что нейтрино двигались быстрее света, что прямо противоречит специальной теории относительности Эйнштейна. Новость облетела весь мир. Физики разделились на 2 лагеря. Через 7 месяцев ЦЕРН объявил, что результат был вызван технической ошибкой, неплотно закрепленным оптоволоконным кабелем и неточностью в синхронизации часов. Руководитель группы Опера Антонио Эридитато подал в отставку. Эксперимент был признан ошибочным. Но несколько физиков, участвовавших в проверке данных, публично заявили, что объяснение с кабелем не покрывает полную величину зафиксированного отклонения. Остаток в несколько наносекунд так и не получил официального объяснения. Их заявления были опубликованы в специализированных журналах. В массовых СМИ прошли незамеченными. Параллельно существует менее известная история, связанная с GPS-системами вблизи ЦЕРНа. Несколько транспортных компаний, чьи маршруты проходят через французский департамент Н и швейцарский кантон Женева, фиксировали кратковременные сбои навигации в дни активной работы коллайдера. Отклонения были небольшими, от 30 до 150 метров, но систематическими. Федеральное управление гражданской авиации Швейцарии провело проверку в 2017 году. Вывод. Сбои вызваны электромагнитным излучением промышленных объектов в регионе. ЦЕРН в списке проверенных объектов не фигурировал. Наиболее радикальная версия теории о времени и ЦЕРНе принадлежит иранско-американскому физику Мехди Галшани, который в 2009 году опубликовал теоретическую работу о возможности создания хронологических петель при определенных
определенных конфигурациях сильных магнитных полей. Галшани не утверждал, что ЦЕРН создает петли времени. Он показал математические условия, при которых это теоретически возможно, и отметил, что магнитное поле коллайдера в момент работы превышает 100 тысяч эрстед. Это в 200 тысяч раз сильнее магнитного поля Земли. Работа была опубликована, получила несколько цитирований и исчезла из академического дискурса без опровержения. Самый конкретный пример связан с данными детектора Atlas. В 2015 году, во время первого прогона коллайдера после модернизации, детектор зафиксировал сигнал, который технически не мог появиться в момент регистрации, потому что соответствующее столкновение частиц по данным системы синхронизации произошло на 8 микросекунд позже. Иными словами, детектор зафиксировал результат раньше, чем произошла причина. Технический отчет об этом инциденте был опубликован во внутренней документации ЦЕРНа под грифом «Предварительные данные, требующие верификации». Верификация в открытом доступе так и не появилась. В 2015 году ЦЕРН официально объявил о запуске программы под названием CERN Courier Extra, посвященной поиску параллельных измерений. Это не конспирология, это пресс-релиз самой организации. В документе прямо указывалось, что коллайдер будет использоваться для поиска признаков дополнительных пространственных измерений через анализ утечки гравитонов, частиц, предположительно способных перемещаться между измерениями. Физик ЦЕРНа Гвидо Тоннелли в интервью итальянскому изданию описал это так. Если гравитоны существуют и могут покидать наши измерения, мы увидим их отсутствие в детекторе. Энергия столкновения не сойдется с энергией зафиксированных частиц. Иными словами, ЦЕРН буквально искал дыры в нашей реальности, через которые утекает энергия в другие миры. Теория дополнительных измерений существует в академической физике с 1998 года, с момента публикации работы Нима Аркани Хамида, Саваса Димапулоса и Гиа Дважи. Они предположили, что гравитация кажется слабее остальных фундаментальных сил именно потому, что частично рассеивается в дополнительных измерениях, недоступных для нашего наблюдения. Эта теория не маргинальная. Она входит в стандартный учебный курс теоретической физики ведущих университетов мира. И именно на ее основе ЦЕРН строил часть программы экспериментов на Большом адронном коллайдере. Результаты поиска гравитонов оказались неоднозначными. Официально ЦЕРН заявил, что прямых свидетельств дополнительных измерений обнаружено не было. Но в опубликованных данных детектора CMS за 2016 год присутствовал аномальный сигнал на частоте около 750 гигаэлектронвольт, который не соответствовал ни одной известной частице. Сигнал был зафиксирован дважды, независимо детекторами CMS и Atlas. Физическое сообщество пришло в возбуждение. Более 500 научных статей с попытками объяснить аномалию были опубликованы за несколько месяцев. Затем ЦЕРН накопил больше данных, и сигнал исчез. Официальная версия — статистическая флуктуация. Что именно породило флуктуацию, не объяснялось. Советник ЦЕРНа по теоретической физике Нима Аркани Хамид, один из авторов теории дополнительных измерений, в лекции в Принстонском университете в 2017 году описал исчезновение сигнала следующим образом. Это было разочарование. Но разочарование информативное. Мы теперь знаем, где параллельных измерений нет. Это сужает пространство поиска. Он не сказал, что их не существует. Отдельного внимания заслуживает проект Матьюсла, детектор, который ЦЕРН планировал разместить на поверхности Земли над тоннелем коллайдера. Официальная цель — поиск долгоживущих частиц, которые могут покидать основной тоннель и подниматься вверх. Критики проекта указывали на другое. Если такие частицы действительно существуют и способны проходить сквозь 100 метров породы, это означает, что они взаимодействуют с материей принципиально иначе, чем любые известные частицы. Ближайший теоретический кандидат на эту роль — частицы из дополнительных измерений, проецирующиеся в наше пространство. ЦЕРН в описании проекта Матусла эту возможность упоминал как одну из рабочих гипотез. Строительство детектора было одобрено в 2019 году. Наиболее прямолинейное свидетельство того, что ЦЕРН воспринимает параллельные измерения как реальную рабочую гипотезу, а не как метафору. Внутренний документ организации за 2021 год, опубликованный на официальном сайте и впоследствии удаленный. В нем описывались критерии успеха для серии экспериментов третьего прогона коллайдера. Одним из критериев была формулировка: обнаружение сигнатур, несовместимых с четырехмерным пространством-временем. Документ провисел на сайте 14 часов. Скриншоты сохранились. ЦЕРН не подтвердил и не опроверг его подлинность. В 2022 году Китай официально начал строительство коллайдера CEPC, кольцевого электрон-позитронного коллайдера, с длиной тоннеля в 100 километров. Это почти в 4 раза больше, чем тоннель ЦЕРНа. Планируемая мощность столкновений превысит показатели Большого адронного коллайдера в 10 раз. Срок завершения строительства — 2035 год. Официальная цель —
Детальное изучение бозона Хиггса. Та самая частица, о нестабильности поля, которой предупреждали Хокинг и Велтман, теперь станет объектом экспериментов на установке, мощность которой на порядок превышает все, что существовало до этого. Но Китай не единственный. В 2019 году Япония объявила о намерении построить международный линейный коллайдер длиной 31 километр. В 2023 году Европейский Союз одобрил концепцию будущего кольцевого коллайдера FCC, который разместится в тоннеле длиной 91 километр под Женевой и Францией. Его планируемая мощность 100 тераэлектронвольт. Для сравнения, текущий коллайдер ЦЕРНа работает на 13 тераэлектронвольтах. Речь идет об увеличении мощности в 7,5 раз. Стоимость проекта 21 миллиард евро. Финансирование одобрено. Все эти установки строятся одновременно. Все они нацелены на одно — на изучение бозона Хиггса и поиск физики за пределами стандартной модели. Ни одна из них не прошла независимую международную экспертизу безопасности, аналогичную той, которую запрашивал Отто Рёслер в 2008 году для первого коллайдера. Процедуры оценки риска для каждой из установок разрабатывались внутри самих организаций, теми же людьми, которые заинтересованы в проведении экспериментов. В 2023 году группа из 7 физиков-теоретиков из университетов Германии, Австрии и Нидерландов опубликовала открытое письмо в журнале Foundations of Physics. Они не были конспирологами, 3 из них ранее работали в ЦЕРНе. В письме они требовали одного — создания независимого международного комитета по оценке экзистенциальных рисков ускорительных экспериментов до начала строительства установок нового поколения. Письмо подписали также несколько нобелевских лауреатов. Реакция научного сообщества оказалась предсказуемой. Письмо назвали излишне осторожным. Независимый комитет создан не был. Наиболее тревожный факт в этой цепочке — не мощность новых установок и не отсутствие независимой экспертизы. Тревожен сам характер координации между организациями. ЦЕРН, китайский ИХЭП, японский КЭК и американская лаборатория Ферми проводят совместные совещания по стандартизации протоколов 4 раза в год. Протоколы этих совещаний не публикуются. Участники подписывают соглашение о конфиденциальности. Журналистам аккредитация на эти встречи не предоставляется. Когда немецкий журналист Клаус Вернер в 2021 году запросил протоколы совещания через механизм доступа к информации Европейского Союза, он получил ответ, что данные материалы не подпадают под регуляцию о прозрачности, поскольку являются межведомственными техническими документами международных организаций, не входящих в структуру ЕС. 4 крупнейших ускорительных комплекса мира координируют свою работу в закрытом режиме, одновременно строят установки принципиально новой мощности и изучают частицу, нестабильность поля которой теоретически означает нестабильность всей материи Вселенной. Ни одна из этих организаций не подотчетна ни одному национальному правительству напрямую. Все они финансируются из государственных бюджетов. И все они движутся в одном направлении — к энергиям, которых никогда прежде не существовало в управляемых лабораторных условиях на этой планете. 3 июля 2022 года ЦЕРН запустил третий прогон коллайдера на рекордной мощности 13 тераэлектронвольт. На следующий день, 4 июля, организация отметила десятилетие открытия бозона Хиггса. Дата была выбрана намеренно. На торжественной церемонии присутствовал Питер Хиггс, 83-летний физик, в честь которого названа частица. Он сидел в первом ряду и не произнес ни одного публичного слова. Журналисты, пытавшиеся взять у него комментарии о планах по наращиванию мощности экспериментов, получили ответ от пресс-службы. Профессор Хиггс устал и недоступен для комментариев. Через 20 месяцев, в апреле 2024-го, Питер Хиггс умер. Его последнее публичное интервью было дано в 2013 году, сразу после получения Нобелевской премии. За последующие 11 лет он не сказал публично ни слова о том, что происходит с изучением открытой им частицы. Вопрос, с которого началось это повествование, звучал просто, что если самый дорогой научный эксперимент в истории человечества открывает не частицы, а нечто совершенно другое. За 16 лет работы коллайдера ответ на него не стал ни более ясным, ни более успокоительным. Он стал более конкретным. Вот что известно достоверно. ЦЕРН подтвердил создание антиматерии в управляемых условиях. ЦЕРН официально искал признаки дополнительных пространственных измерений. ЦЕРН зафиксировал сигналы, которые не получили публичного объяснения. Сотрудники организации подписывают соглашение о неразглашении сроком до 20 лет. Внутри комплекса существуют люди с доступом в центр управления, чьи должности не отражены в официальной структуре организации. Ночной ритуал у статуи Шивы был подтвержден как реальный, расследование закрыто без публичных результатов. Данные с пропусками в хронологии существуют в открытом доступе и никем не объяснены. Вот что неизвестно. Что именно зафиксировал детектор «Атлас» за 8 микросекунд до того, как произошло соответствующее столкновение? Кто такие люди с бейджами без названия подразделения? Что содержалось в 300 страницах технического протокола эксперимента «Альфа», которые не были опубликованы? Что произошло в промежутке времени, пропущенные в данных эксперимента «Awake»?
Почему документ с формулировкой о поиске сигнатур, несовместимых с четырехмерным пространством-временем, был удален с сайта через 14 часов? Ни одна из теорий, описанных в этом материале, не была официально опровергнута. Часть из них была проигнорирована, часть объяснена формулировками, которые порождали новые вопросы. Отто Рёслер, подавший в суд на ЦЕРН в 2008 году, до сих пор жив и до сих пор настаивает на своей позиции. Его математические возражения к официальному отчету о безопасности так и не получили прямого опровержения. Только общие заявления о том, что консенсус физического сообщества подтверждает безопасность экспериментов. Консенсус — это не опровержение, это голосование. Будущий кольцевой коллайдер под Женевой будет запущен ориентировочно в 2050 году. К тому моменту китайский CPC уже проработает 15 лет. Если вы тоже считаете, что некоторые теории физики могли бы потягаться со сценариями научной фантастики, загляните на наш сайт wideori.com. У нас есть еще больше интересных историй и статей, которые заставят вас задуматься. Ссылка в описании. Совокупная мощность ускорительных экспериментов на планете вырастет на порядок по сравнению с сегодняшним днем. Независимого международного органа по оценке экзистенциальных рисков этих экспериментов не существует и не планируется. Последний факт, который стоит запомнить. Всемирная паутина, интернет в его нынешнем виде, была изобретена в ЦЕРНе в 1989 году сотрудником организации Тимом Бернерсом Ли. Он создал ее как инструмент для обмена данными между физиками. ЦЕРН передал технологию человечеству бесплатно, отказавшись от патента. Организация, которая изменила способ существования цивилизации, сделала это без публичного обсуждения, без голосования, без чьего-либо разрешения. Просто потому, что могла. Именно это и есть самый точный ответ на вопрос о том, чем на самом деле является ЦЕРН. Организацией, которая делает то, что считает нужным на глубине 100 метров под землей и сообщает миру ровно столько, сколько решает сообщить.